Мы с вами любим кейсы. Это когда перед нами лежит история компании со всеми цифрами, фактами, действующими лицами, а наша задача проанализировать ее с помощью того или иного инструментария. В бизнес-школах кейсы приняты как метод обучения. В сегодняшнем видео я решил взять кейс Илона Маска и компании Twitter и проанализировать его с точки зрения теории Одизиса. Почему Илон Маск делал то, что он делал, почему он достиг тех результатов, которых он достиг, конкретно с компанией Twitter. И вы будете удивлены, но теория Одизиса дает весьма убедительное объяснение. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, последние 12 из которых я провел в качестве регионального директора консалтинговой компании Институт Одизиса. Вместе с командой консультантов я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор вот этой книги «Методология Одизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве «Миф». Если вы интересуетесь темами личной эффективности или развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Этот кейс особенно интересен, потому что он открыт. В том смысле, что на момент съемки этого видео история Твиттера не закончена. Он не продан, не закрыт, но и не взлетел, как многие надеялись. Поэтому я могу себе позволить не только анализировать прошлое, но и делать прогнозы. Через пару лет мы с вами посмотрим, в чем я был прав, а в чем ошибся. Еще один момент. Я довольно много знаю про Илона. Я прочел несколько очень подробных книг о нем. Да, именно книг, а не твитов. Поэтому в определенной степени могу судить о том, как он мыслит. Ну что ж, с предисловиями покончили, а теперь к делу. 2017 год. Активный пользователь Твиттера Илон Маск в своем аккаунте написал в 2017 году такое. Уверен, что если бы я купил Твиттер, то проблему фейковых новостей решил бы легко. Вероятно, тогда он впервые задумался о своем желании приобрести эту социальную сеть. Давайте посмотрим, что собой представляли бизнесы Маска и каким был Твиттер тогда, в 2017, и с чем они подошли к сделке купли-продажи. Два главных актива Илона Маска в 2017 году это Tesla и компания SpaceX. Tesla после тяжелейших лет становления наконец-то пошла в гору. Нет, прибыли еще нет, а первой прибыли будет заявлена только через 2 года, в 2019, но в 2017, тем не менее, все было очень хорошо для Теслы. Компания наконец-то запускает относительно недорогой седан Model 3, которого так сильно ждал рынок. Капитализация компании подскакивает с 50 до 60 миллиардов долларов. Вторая компания SpaceX тоже чувствует себя неплохо. В 2017 году она запускает 18 ракет, среди которых был запуск самой тяжелой из линейки ракет компании Falcon Heavy. Маск активно раздает обещания вот-вот колонизировать Марс. Тем временем SpaceX превращается в ведущего игрока мировой аэрокосмической отрасли. Состояние Маска в 2017 году примерно 20 миллиардов долларов. До покупки Twitter остается 4 года. За эти 4 года ситуация для Маска драматически меняется, в основном к лучшему. В ноябре 2021 года Tesla становится самой дорогой компанией мирового автомобильного рынка. Ее капитализация на пике превышает 1 триллион 200 миллиардов долларов. SpaceX не котируется на бирже, поэтому стоимость объективно оценить сложно. По экспертным оценкам она стоит уже более 100 миллиардов, и дела у нее тоже идут весьма неплохо. Она отрабатывает в правительстве контракты от НАСА и других правительственных и неправительственных организаций. В 2020 году она становится первой в истории космонавтики частной компании, которая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами НАСА. Маск не ограничивается этими 2 компаниями, он активно инвестирует, открывает другие. Например, в 2016 он создает компании Neuralink и Boring Company. Задача первой — интегрировать человеческий мозг и компьютер, а второй — прокладывать тоннели. На начало 2022 года Маску 51 год, его состояние превышает 250 миллиардов долларов, и он становится самым богатым человеком на Земле. Важное замечание. Все проекты Маска до сих пор имеют некие общие черты. Они построены практически с нуля, они высокотехнологичны, либо же имеют важнейшую инженерную составляющую. Пока Маск не идет в старый состоявшийся бизнес. А что Twitter? Как он себя чувствует? Давайте кратко посмотрим на эту компанию. Twitter был запущен в середине 2006 года группой товарищей во главе с Джеком Дорси. Идея — микроблог, сообщение ограничено 140 символами. К 2010 году Twitter становится второй после Facebook по популярности социальной сетью
По посещаемости ее аудитория превышает 18 миллионов человек. До начала 2022 года Twitter развивался как обычная соцсеть, без резких взлетов, падений, медленно, но верно нарастив свою аудиторию до 220 миллионов человек. Но этой соцсети все же было одно отличие от других подобных. В Твиттере гораздо чаще, чем в любых других соцсетях, выражали свои мысли сильные и влиятельные мира сего. От миллиардеров типа того же Маска и Билла Гейтса до политиков типа Трампа и журналистов всех мастей. Если посмотреть на развитие Твиттера с 2019 года и до момента покупки, то мы не найдем слишком много прорывных инноваций. Добавили функцию, похожую на Stories в Instagram, потом отключили. Добавили функцию голосовых чатов. Тестировали разные функционалы платной подписки. Выручка Твиттера росла. С начала 2021 года даже росла быстро, но прибыль по меркам компании такого масштаба была мизерной. За квартал примерно 65 миллионов долларов. Для сравнения, прибыль Фейсбука в этом же квартале 9,5 миллиардов долларов. Вот примерно с такими позициями стороны подошли к 2022 году. Давайте посмотрим на их позиции с точки зрения жизненного цикла Адизиса. Вот схема жизненного цикла. Давайте попробуем разобраться, где Илон Маск как предприниматель и где компания Twitter, на каких этапах они были. И тут я должен сделать важное методологическое замечание. Теория Адизиса не анализирует жизненный цикл человека, а только организации. Тем не менее, я позволю себе предположить по действиям Маска, в логике какого этапа он действует как предприниматель. Ну, начнем с Твиттера. Судя по всему, он находится где-то здесь, на грани между стабильностью и аристократией. Другими словами, это начало старения. Почему я так думаю? Старение начинается с того, что компания начинает избегать рисков и ориентируется гораздо больше на показатели прибыли, чем на показатели роста и рыночной доли. Среди прочего, это выражается в том, что компания перестает внедрять смелые инновации, сосредотачивается буквально на полировке имеющегося продукта. Если открыть Википедию и перечитать внимательно все, что сделал или попытался сделать Twitter в период с 2019 года, становится невыносимо скучно. Ничто не пахнет прорывными инновациями. Выше я уже перечислял их нововведения за последние 3 года. Ничто не свидетельствует об инновациях. Что касается Маска, то он ведет себя как предприниматель, находящийся на этапе «давай-давай». Я чуть дальше более подробно расскажу почему и приведу примеры. Если это так, то первый важнейший вывод, который следует из этого беглого анализа: корпоративные культуры субъектов, находящихся так далеко друг от друга на жизненном цикле, принципиально разные. Давай-давай — это все еще поиск себя, все еще неопределенность, хаос, частые и резкие смены направления движения и так далее. А стабильность и переход в аристократию — это определенная успокоенность, все большая направленность внутрь себя, а не на рыночные тренды. Как развивались события в конце 2022 года? 27 октября 2022 года Илон Маск окончательно закрывает сделку по покупке Твиттера за 44 миллиарда долларов и назначает себя генеральным директором. До этого момента у Маска не было опыта управления компанией, которую создал бы не он, а кто-то другой. И не было опыта управления компанией с возрастом 16 лет, компанией, построенной не на инжиниринге и продающей совершенно нематериальные вещи. Другими словами, Twitter для него был чем-то совершенно новым. Он знал Twitter только как пользователь и не более того. Вот что он делает в первые месяцы после покупки как генеральный директор. На следующее утро после покупки Маск увольняет генерального директора и финансового директора. Он приглашает в советники официальные и неофициальные своих друзей из других своих компаний. Далее Маск просит глав департаментов Твиттера составить списки сотрудников в порядке убывания их ценностей для компании и начинает массовое увольнение. За один день было уволено 3000 сотрудников. Он привлекает к работе своих двоюродных братьев Эндрю и Джеймса. Лидером одного из проектов назначена Эстер Кроуфорд. Сразу после смены руководства Кроуфорд проявила лояльность к новому начальнику, чем разозлила многих бывших коллег. В начале ноября она оставила твит, вот он, сопровождавшийся фотографией со спальным мешком в офисе, и написала: «Когда твоя команда работает круглосуточно, чтобы успеть к дедлайну, иногда приходится спать там, где работаешь». Вот что пишет Адизис о поведении лидера этапа «давай-давай». Лидеры компании, добивающиеся высоких объемов продаж, начинают верить в свою гениальность
и окружают себя подобострастными льстецами. Как вам такое совпадение? Идем дальше. Маск требует от сотрудников полной отдачи. Они спят в спальных мешках, как мы уже увидели, в офисе ради запуска первой инициативы нового руководителя платной подписки с галочкой верификации. При этом срочность этого вопроса у коллектива под большим сомнением. В первые же дни после предложения Маска специалисты, отвечающие за безопасность во главе с Йоэлем Ротом, выступили с опасениями. Ничто не помешает пранкерам и мошенникам оплачивать верификацию и затем вести фейковые аккаунты от имени брендов или публичных персон. Но Маск не захотел откладывать внедрение сервиса и проигнорировал предупреждение. Обратимся еще раз к книге «Управление жизненным циклом компании». Другой причиной затруднений становится фактор восприятия времени. Способность лидера компании адекватно оценивать время, необходимое для решения задач, существенно ослабевает. Иногда он может потребовать, чтобы конкретная проблема была решена в течение часа, при этом его оценки необходимого времени всегда оказываются заниженными. Чем выше самомнение такого лидера, тем значительнее сокращение задаваемых сроков. Похоже, не правда ли? Как же Адизис объясняет такое поведение? Позвольте еще одну цитату. Единовластный лидер не любит прислушиваться к чужим советам. Такой лидер не любит советов, потому что именно его приверженность своей идее обеспечила ему успех на этапе младенчества. Еще в самом начале пути люди говорили ему, то, что он собрался делать, на самом деле делать не следует. Это очень рискованно. Он не послушал этих маловеров и доказал свою правоту, а их неправоту. Он добился успеха, и теперь он точно знает, что не нужно слушать ничьих советов. Он добился высокого статуса вопреки всем уговорам и предостережениям. Если вы прочтете вот эту книгу, которую я прочел и всем советую, то вы найдете подтверждение словам Адизиса. Маск действительно прошел тяжелейшие времена становления двух компаний Tesla и SpaceX. И действительно, он не слушал многих советов, а полагался на собственное чутье. И благодаря этому стал самым богатым человеком на земном шаре. Как развиваются события дальше? 5 ноября Twitter под руководством Маска запускает новую функцию Twitter Blue, платную галочку верификации, чем сразу же, как и предупреждали специалисты, воспользовались многочисленные мошенники и пранкеры, создавшие сотни тысяч фейковых аккаунтов от имени знаменитостей и известных компаний. Масштаб катастрофы был настолько огромен, что эту функцию заморозили спустя пару дней после релиза. Но маховик катастрофы продолжал раскручиваться. В этом же месяце 50 из 100 крупнейших рекламодателей отказались от сотрудничества с Twitter. Из-за массовых увольнений технических специалистов Twitter стал переживать кучу сугубо технических сложностей. И к концу месяца Маск был просто вынужден попросить часть уволенных сотрудников вернуться. Однако к концу года стало понятно, что оставшиеся сотрудники лишатся годового бонуса и ряда социальных льгот. Позволю себе еще одну цитату из книги «Управление жизненным циклом». Они вовлекаются в процесс научения методом проб и ошибок, а когда ошибки оказываются очень серьезными, связанные с потерей рыночной доли, важных клиентов или доходов, то компания внезапно оказывается на следующем этапе жизненного цикла. Глубокий кризис излечивает организации от самонадеянности. Организации, которые достигли этапа «давай-давай», но не смогли создать систему административного управления и регламентировать статус лидера, попадают в так называемую ловушку основателя. По состоянию на апрель 2023 года состояние Твиттера остается крайне нестабильным. 12 апреля 2023 года Илон Маск в интервью BBC признается, что он до сих пор часто остается на ночь в офисе и что в библиотеке у него есть для этого специальный диван. А вот еще одна цитата из того же интервью BBC. По словам Маска, в целом дела у Твиттера идут неплохо. Сайт работает и им пользуется все больше людей. Вдумайтесь в эти слова. Показателем того, что дела идут неплохо в одной из крупнейших соцсетей мира, называется тот факт, что сайт работает стабильно. Как бы действовал институт Адизиса, если бы, давайте позволим себе такую фантазию, Илон Маск пригласил бы его для решения задачи перезапуска Твиттера? Первое. Илону предложили бы провести синергетическую диагностику купленного предприятия. Тут я сошлюсь на свое же видео о том, как проводится синергетическая диагностика и какие задачи она решает. Посмотрите его обязательно.
Главное, что Илон понял бы в результате этой диагностики, так это две вещи. Круг проблем, который стоит перед Твиттером сейчас, и причинно-следственные связи между этими проблемами. При этом посмотрел бы он на все это глазами сотрудников самого Твиттера. И второе. На каком этапе жизненного цикла находится Твиттер? Я взял на себя смелость предположить, что в начале старения, но я могу ошибаться, ведь я сужу только по внешним данным. А вот этот вывод был бы крайне важен, потому что именно этап жизненного цикла, по сути, и определил бы дальнейшие шаги в процессе трансформации. После проведения диагностики лично я бы дал Илону вот эту книгу почитать, чтобы он вообще понял, что там происходит и о чем идет речь. А институт бы, скорее всего, провел стратегическую сессию по определению миссий и ценностей компании. Ведь согласитесь, ввести платную галочку верификации как-то на стратегию не тянет. Ну и далее институт бы предложил главный этап на основе миссии, ценностей и стратегии создать функциональную организационную структуру. И в ходе создания этой структуры определить место самого Илона в управлении компанией. 19 декабря 2022 года Илон провел голосование в своем аккаунте в Твиттере и спросил, нужно ли ему возглавлять Твиттер. Проголосовало 17 миллионов человек, 57,5% пользователей сказали нет. Илон пообещал уйти, как только найдет нового SEO. На момент создания этого видео такой SEO найден не был. Так вот, после переопределения организационной структуры компании найти SEO было бы намного проще. А роль Маска, ну как бы это правильно высказаться, она была бы максимально комфортной и для него самого, и для команды Твиттера, и для многочисленных стейкхолдеров. На самом деле Маск столкнулся сейчас с крупнейшим вызовом его жизни, по сравнению с которым тяжелые дни выживания компании Tesla покажутся просто цветочками. Пока он занят финансовой оптимизацией Твиттера, то есть массовыми увольнениями и агрессивной монетизацией, катастрофически теряется ядро пользовательской аудитории рекламодателей. И это все происходит на крайне конкурентном рынке, где кроме упомянутого Facebook и Instagram есть еще пару-тройку неслабых игроков, включая Telegram, Google с его YouTube, TikTok и другие чуть менее известные, как, например, новый проект антитвиттер Mastodon с темпами роста в 230 тысяч подписчиков в неделю. И все они с большим удовольствием откусят львиную долю рынка у Твиттера. Есть ли у Маска стратегия развития Твиттера? Есть ли у него ответ, что именно сегодняшний стремительно слабеющий Твиттер готов противопоставить конкурентам и предложить рынку, кроме вот этой галочки верификации за $8 в месяц? Возможно, есть, но из его публичных высказываний этого не следует. Наоборот, создается впечатление метания от одной инициативы к другой, но инициативы эти направлены не на создание дополнительной ценности для пользователя. Идея, с которой Маск пришел в Твиттер, заключалась в установлении свободы слова. Однако авторитетные журналисты, в частности BBC, отмечают, что после покупки Твиттер Маском популярные аккаунты, распространяющие дезинформацию, резко прибавили в популярности. Второе. Главная жемчужина в короне Маска все же не Твиттер, а компания Tesla, которая тоже существенно пострадала от увлечения Маска Твиттером. Как только стало известно о покупке Твиттера, акции Tesla упали на четверть. Сегодня Tesla стоит 582 миллиарда, а на пике, как мы с вами помним, капитализация достигала до 1 триллиона 200 миллиардов. Посмотрите на этот график. С момента покупки Твиттера и до начала текущего года стоимость акций Tesla неуклонно падала, а с начала текущего года несколько восстановилась. Тем не менее, когда Маск покупал Твиттер, акция стоила $310, а сейчас только 186. Еще важный факт. За полгода Tesla 5 раз, внимание, 5 раз уменьшала цены на свои автомобили. Рискну высказать главный стратегический вызов, который стоит перед Теслой. Доказать свое лидерство на рынке, который вдруг стал остро конкурентным. Вчера Tesla Model S за $100 тысяч разлеталась как горячие пирожки, потому что рядом просто ничего не было сопоставимого. А вот сегодня наоборот. У каждого и крупного, и мелкого автопроизводителя уже есть линейка электромобилей, которые в чем-то не отстают, а в чем-то даже и превосходят модели от Tesla. Американский Forbes пишет, что Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt, конкурент, получили абсолютно одинаковый рейтинг Consumer Reports Rating, 78 баллов. То есть, если рядом с Теслой просто некого было поставить, то сейчас не просто есть, а есть автомобили, которые пользователи оценивают в точности так же, как и Тесла. Один из аналитиков авторынка сказал, оценивая пятое понижение цены, Тесла превращается из рыночной аномалии в обычного автопроизводителя.
А в это время Маск все еще спит в библиотеке в офисе Твиттера, пытаясь запустить очередную программу платной подписки и внедрить очередную галочку. Конечно, обидно будет потерять Твиттер, все же 44 миллиарда долларов уплачено. Но куда более обидно будет потерять Теслу с ее капитализацией 582 миллиарда долларов. Нет, я не думаю, что Тесла завтра обанкротится. Наоборот, финансовое состояние компании сейчас лучше, чем когда бы то ни было в ее истории. Просто без визионера Маска она, скорее всего, превратится в одного из производителей электромобилей. Дорогой Илон, все, что ты делаешь, все твои ошибки описаны вот в этой книге. Я процитировал в этом видео парочку совершенно потрясающих совпадений, правда? Рекомендую прочесть ее. Ну а дальше свяжись со мной, я так и быть поделюсь с тобой личным телефоном доктора Адизиса, позвонишь, пообщаешься, пока не поздно. Вот такой у меня, друзья мои, получился разбор. Напишите мне в комментарии ваши мысли по этому поводу, с чем вы согласны, с чем нет, и стоит ли мне продолжать именно такой формат разбора кейсов, или не стоит. Ну и напомню вам, дорогие мои зрители, что если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие, или больше узнать про работу Института Адизиса, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании к этому ролику. А если вам понравился этот ролик, то обязательно наградите его лайком. А чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик. А еще я вам очень рекомендую посмотреть вот это видео о диагностике компании по методике Адизиса.